Привет, друзья! Вы на канале Власенко Лайф, и меня зовут Максим, кто со мной еще не знаком. И вы часто под видео просите снять истории с ребятами, которые не только приехали, вот только-только поселили, потому что там все стандартно. У себя на родине было не очень, а тут надежды и мечты. И в вот этом ролике мы уже снимали интервью с Сашей. Всем привет. Ты уже тут 3 месяца? 3,5. 3 месяца. Ну и расскажи, что у тебя поменялось за этих 3 месяца. Мы тебя поселили. Ты в той же квартире живешь? Да, я живу в той же квартире. В Польше не все так просто. И если вы заезжаете, то подписывайте умову. Ну, по крайней мере, у меня так. В которой прописано, что ты, если захочешь съехать, то ты должен предупредить как минимум за 4 месяца. Так у меня и случилось. Я заселился и знал, что летом я буду забирать семью. И я сразу же написал это вот письмо, как это называется правильно, не помню, что я в июле переезжаю. Вот. То есть до конца умовы у тебя осталось месяц, и ты будешь оттуда съезжать? Так, да, до конца июля. И я очень надеюсь, что я сумею забрать, как-то придумаю, из Беларуси вырвать свою семью, потому что сейчас в Беларуси, если вы следите за новостями, полная, как говорят поляки, массакра. С 31 мая ни один белорус не может выехать за территорию Беларуси. Ну это тут уже ремарочка, ты не прав. Позавчера мы поселили семью в Беларуси. Ну, есть пути, и я тоже буду их искать. И я тоже очень надеюсь, что все получится. Но в основной своей массе людям просто запрещают поезжать. У этой семьи я договаривался, чтобы сегодня тоже взять интервьюшку, причем они программисты, и, наверное, потом нормально получилось бы снять, но они пока еще то ли боятся, то ли стесняются, то ли не хотят, поэтому как станут на ноги, тогда, может, их и уговорим. Ну, ты собираешься забрать семью, давай изначально, ты приехал, и мы тебе машинку взяли. Да, взяли машинку, я уже успел поменять машинку, у меня уже другая. Я, как и планировал, приехал, поработал на первых порах на доставке. Это все, конечно, хорошо, замечательно, но у меня были планы устроиться либо на фотовольтаику, либо на сотовые вышки. И я, в принципе, осуществил свои планы. Буквально за недельки-две выкинул свое резюме во все группы в Фейсбуке. И буквально на следующий день меня пригласили на собеседование и взяли электриком на фотовольтаику. Вот. Ну, ты говоришь такие вещи. CV-шка — это резюме. Многие, кто не знает, как составлять резюме на польском, причем тебе кто-то помогал или ты сам? Нет, я абсолютно не обращался никому ни за какой помощью. Я просто написал все свои профессии, сколько у меня опыта по ним работы. И все. Ну, в принципе, немножко фантазии, немножко какого-то, я не знаю, везения, что ли. И все получилось буквально за один день. Ну, круто. И что платят? Для обычных смертных фотовольтанка — это солнечная батарея, как я понимаю. Это солнечные панели. Устанавливаем их каждый день. Каждый день это очень такая интересная тема, чего нету ни в Беларуси, и я думаю, в Украине тоже нет. Это нормальная мысль для бизнеса. Что платят? На начальном этапе взяли меня на 17 злотых. И каждый месяц я повышаю эту планочку, то на злоты было, потом 2, и сейчас еще на злоты, и на сегодняшний день я уже имею 21 злотый за час. Это работы. за 3 месяца или за 2 месяца? Это за 3 месяца. Получается, что 9 марта я уже вышел на работу. Прилетел я 24 февраля. Немножко поработал на доставке. Очень
тоже забавная история. На второй или третий день успел отхватить мандат, потому что, не знал всех правил. Тут, За парковку? Так. Тут с парковкой большая беда. Подъехал под торговый центр, как он, возле... в общем, не суть. Стал не там, где положено. Подъехали две пани полицейских. Мгм. Так. И выписали мне мандат на 100 злотых. Такой небольшой казус был. А так, Начал работать на доставке, получил мандат, сказал, ну его нафиг. не то чтобы Пойду я на панели. Не то чтобы его нафиг. Я изначально, когда мы снимали с тобой первое интервью, у меня были планы пойти нестандартным путем, как мы там уже говорили. И я, в принципе, это сделал сам, без всяких агентств. Нашел себе работу. Ну, то есть у тебя сейчас работа на 21, да, или на 20? 21. На 21 злотый в час. На сегодняшний день 21. И буквально думаю, что как директор будет подобрее, я у него выпрошу еще 2. Ну, правильно. Ну, у тебя же опыта, конечно, хватает. Там берут ребят без опыта. Берут ребят, берут без опыта. Ну, надо прийти себя показать. Нужны монтеры, то есть те люди, что непосредственно на крыше монтировать будут панели. А электриков там пока хватает. А ты чем занимаешься, если нужны монтеры? Монтируют панели на крыше, спускают мне стринги. Это называется стринг, то есть с горы иде прон стали, и иде до фаловника, а с фаловника уже иде змены до сети. Ты уже прям по-польски начал говорить. А по-польски я начал говорить, потому что это такая прямая необходимость у меня на работе, потому что из русскоговорящих там я один. Есть 2 грузина, которые пытаются говорить по-русски, но у них не получается ни по-русски, ни по-польски, я их не понимаю. На первой неделе, как у меня было школение, мне устроили такой краш-тест. Сказали, садись на бус, бери на женде и едь до поляка. Поставщика. Не поставщика, а едь до властителя уже на дом, делай монтаж. Скажу честно, было стрёмно. Платные дороги, еле мог разговаривать еще на польском. Ну, благодаря вот таким стрессовым состояниям я уже на сегодняшний день, наверное, очень даже для 3 месяцев пребывания говорю по-польски, все меня понимают. Ну, как-то так. И ты говоришь, что ты уже успел поменять машину. Что ты взял, на чем ты сейчас ездишь? Я всегда любил BMW. Это прямо моя машина. И Корсочка, учитывая то, что я уже не занимаюсь доставкой, мне как-то не нужна была. И благодаря, опять же, Максиму, благодаря, опять же, знакомствам, хочу обратить внимание для тех, кто собирается, что знакомства, общение здесь решают все. Решает все. В общем, Максим меня познакомил со своим другом. Он тоже приехал, тоже решил заниматься доставкой. Ему очень понравилась моя Корса. Ну и я ему ее продал на раты. На раты, так. И также взял себе машину BMW E61. Мечтал, хотел, взял. Тут тоже на раты. И тоже благодаря Максиму и общим знакомым. Долго искал. Давай, там дорога. Пойдем теперь в эту сторону где-то. Долго искал, никто особо не хотел давать на раты. Ну, понятно, что такой суммы, чтобы взять себе BMW, у меня нет. Как-то все подрасчитал, вроде бы получается. Искал, в общем, машину на раты, и благодаря Максиму, ну вот, опять же,
Спасибо, Макс. И знакомством взял себе BMW. Она, конечно, не идеальна, но она моя. Я ее люблю. Ну, и насколько я помню, когда мы тогда снимали с тобой первое интервью, то ты говорил, что у тебя есть польские корни, что ты собираешься подаваться на сталый побыт. Как-то продвигается это дело? Так, это дело продвигается. 1 числа я уже подал документы, уже имею штамп в паспорте и нахожусь в режиме ожидания интервью. Процесс тоже очень интересный. И опять же, Максим, да, дорогой мой друг. Тут я уже не сильно тебе помогал. Ну, не сильно помогал, но консультация мне твоя была необходима. И мы заполнили документы. Я, в принципе, самостоятельно все подал лично. Ну, то есть, как сам пришел в УЖОН, отдал документы, там же сразу же берут отпечатки. Ну и теперь остается только ждать, когда назначат интервью. Ну, если так взять в общем, скажи, пожалуйста, поменялось или не поменялось твое мнение? Вот ты приехал, ты чего-то ожидал от Польши, что здесь будет как-то вот так, а на самом деле что сходится, а что отличается? На самом деле все мои ожидания совпали, я скажу больше. У некоторых людей это как-то так называется, идет период адаптации, а у меня такое ощущение, что я приехал домой. Честное слово, ну вот я приехал домой, мне тут абсолютно все нравится. С первых дней я ощутил этот запах свободы, потому что, ну, там, где я жил, этого просто нет. В общем, ну, все прекрасно, все идет крок по кроку, и я думаю, что все идет только к лучшему. Ну, такой ремарочкой скажу, что, наверное, такое чувство, что приехал как будто бы к себе домой, идет у тех, кто сжег мосты, кто сразу понимал то, что обратно пути нету, а у белорусов 99% наверное так. Ну да. А украинцы еще такие балованные, они Любят любят поездить да, туда. что тут не так, тут говно, тут все плохо. Да, есть такие, есть у меня очень уже много знакомых, в основном это, конечно, украинцы, ну, есть и белорусы. Есть и белорусы, хорошие, прекрасные люди. Привет им, если будете меня глядеть. Марго, Влад, классные вы. Это ты как раз перескочил к следующему вопросу. Как появились, ну, то, что они появились, ты уже ответила. Как у тебя появились знакомства, что это со знакомства, где можно знакомиться, есть ли знакомые поляки? Есть знакомые поляки, но это в основном коллеги, с кем я работаю. Есть уже такие достаточно, ну, не то чтобы дружеские, но хорошие отношения, если вдруг что-то там у меня случается. Вот, к примеру, был у меня вопрос с машиной, позвонил Мартин, приехал, помог, ну, знакомства, они как-то находятся сами по себе. Главное не сидеть дома, не закрываться там в себе, если там что-то тебе плохо. Идите куда-то, я не знаю, погуляйте. Если у вас курилка, сходите в курилку, кто-то выйдет, заведите беседу. Ну, такое. Главное общение. И еще раз повторюсь, вот эти вот общения, связи, они дают многое. Кто-то тебе подскажет одно, кто-то другое. Ну, такое, все по ситуации. Ну да, это как я и говорил, что я как только приехал сюда, я давай сразу собирать какие-то сходки, где-то знакомиться. Причем я так и писал, что неважно, пол, возраст, состояние какое-то, приходите, давайте знакомиться коллективным разумом, как говорят в Украине, и батька легче бити. Вот, это еще одна тема для разговора. Если кто-то сейчас смотрит, какой-то человек творчески активный, ищу, наверное, можно сказать, диджея для совместных каких-то мероприятий.
хочется развиваться еще в этом направлении, потому что это как бы мое душа, хобби, ну, такое. Хочу начать заняться, как и прежде, в Беларуси каким-то таким, не знаю, развлекательным моментом. Устраивать какие-то вечеринки, праздники. Сам всегда писал сценарии, сам провожу. Не смотрите на мой дефект речи с микрофоном, у меня его нету. С гитарой тоже. В общем, ну, такое. Если кто-то заинтересован двигаться в этом направлении совместно, то рад приветствовать. Ну, а ты в группы нигде не писал? Еще нету времени. Это еще один момент по работе. Работа такая, что минимум 10 часов, максимум, что я работал, это 16 часов. Не всегда на все хватает времени, но я думаю, что в этом направлении надо двигаться. И есть на это выходные, потому что люди всегда хотели хлеба и зрелищ. А учитывая, что у нас тут эта гребаная пандемия, простите меня за мой французский, я думаю, что люди уже соскучились по всему такому. И на этом можно подзаработать. И куда ты собираешься деньги девать, если ты зарабатываешь по 21 злотый, по 10 часов работы? Это ж ты тут уже миллионер. Ну, не скажи миллионер. Аренда жилья, машина на раты, покушать, заправить. Ну, еще есть такая пагубная привычка, еще никак не могу избавиться, это курение. А это дорого стоит. Да. Дорого, да. Или это получается где-то злотых 500 только уходит на сигареты. В лучшем случае. Ну, так что, господа, хотите переезжать в Европу, бросайте курить. Это точно. То есть у тебя какие-то за этих 3 месяца новые ощущения там появились, что-то такое, что тебя в Польше удивило? Или ты, впрочем-то, знал, что будет вот так, а оно где-то так и приходит? Ну, конечно, я не знал, и скажу честно, что каждый день меня Польша радует. Я каждый день приезжаю в какую-то новую, скажем так, семью, то есть приезжаем устанавливать те же панели, и волей-неволей мне приходится общаться каждый день с поляками. И я вам хочу сказать, что очень милые люди, не знаю, как на постсоветском пространстве, но в Беларуси, наверное, такого точно нет. Тебе там, я не знаю, 3 раза в день, а то может быть и больше, по желанию могут предложить каву, хербату, а некоторые даже готовят обед. Так, приехала там бригада 5 человек, и, ну, это очень приятно. И такого я не встречал у нас. Ну и в принципе, ты если чего-то хочешь, ты можешь это сделать. Вот как я в принципе захотел себе машину, осознавал, что в принципе финансово я ее не могу взять за один раз, но я искал, и я хотел, и мысли материальны. Мысли действительно материальные, это так. Так что приезжайте сюда со светлыми мыслями и верьте в себя, верьте в удачу, и все должно получиться. Ну, жене ты работу нашел уже какую-то? Нет, жене я еще работу не нашел, потому что вопрос еще остается открытым, как сюда долететь. Есть вариант лететь до Санкт-Петербурга лететь уже до Варшавы, и уже до Варшавы я поеду на своем. А наземным, по-моему, вообще не вариант. Вообще не вариант. Вроде ходят. Ну, вроде бы ходят, но не хочется лишний раз рисковать, потому что, если тебя развернут на границе, что это? Нет. Я думаю, что наземным уже давно не вариант, именно поэтому я прилетел. И это как-то было еще без проблем. А сейчас я знаю случаи, истории, что люди просто сидят в аэропорту, плачут. Их просто спрашивают, а для чего вы едете в Польшу? Люди показывают приглашение, говорят на работу, а им отвечают, работайте в Беларуси, и разворачивают. Все. Хорошая причина.
для отказа. А кто же будет работать в Беларуси? Кто будет Да. кормить режим? Ну, у тебя очень хорошие результаты за 3 месяца. Работа на 21 в час, BMW. Ну, в квартиру ты сразу свою заезжал, сразу семью перевести. Хороший польский. Польский. Ну как, хороший, конечно, относительно, но для 3,5 месяцев люди, то есть кому я приезжаю, начинаю разговаривать, они, конечно же, интересуются, откуда я, сколько я здесь, и когда слышат, что я здесь 3 месяца, то они удивляются, что у меня на таком уровне уже польский. Ну, я не Ну скажу, да, что тут он супер, Люди но по 2 года живут и рядом к этому уровню не подходят. ну, может быть, может быть, но обстоятельства так складываются, что мне без польского никак. Да, как и я в том числе. Я работал, когда электриком работал, то работал с нашими, дома с нашими и на гульках с нашими. Так, ну а у меня, видишь, все как-то в этом плане вообще жестко, но продуктивно, скажем так. Ну ок, ты ко мне приехал в гости, поэтому пошли домой, будем заниматься тем, зачем ты приехал. Я думаю, что это хороший повод, и я не возражаю. А тебе, как обычно, спасибо, что досмотрел видео до конца. Если есть какие-то вопросы к Саше, то пиши либо в комментарии, либо мне в личку. И до встречи в Европе. Пока. Папа.